Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Меня зовут Люба, и сегодня мы вяжем вот такой ажурный, объемный, рельефный, очень-очень красивый. Ракушечки, это цветочки. Вот так выглядит отдельный его элемент этого узора. Все-таки это похоже на цветочек. Изнаночная сторона тоже очень красивая, аккуратная. Это актуально для изделий, которые используются с двух сторон, например, палантины, шарфы, кардиганы, где изнаночная сторона хорошо видна. Это актуально. Еще раз покажу, как этот узор смотрится. Этот узор у меня сейчас связан достаточно плотно. Его можно вязать и посвободнее, но во время вязания я покажу, какие элементы лучше вязать поплотнее, чтобы узор смотрелся вот так красиво. Давайте приступим к вязанию этого узора. Для вязания нам нужно набрать такое количество петель, которое делится на 6, и плюс 2 кромочные петли. Для образца я набрала 18 петель на основной узор плюс 2 кромочные петли. С самого первого ряда мы начинаем вывязывать узор. Кромочную самую первую петлю я провязываю лицевой. Закрепляем наш край изделия. И сейчас вяжем весь ряд изнаночные петли, вытягивая петли максимально высоко. Вставляем спицу за переднюю стенку петли и провязываем изнаночную петлю, максимально вытягивая петлю. Так. И все петли нам нужно провязать вот такие удлиненные изнаночные петли. Вяжется это быстро достаточно. Все петли. Но петли должны быть одинакового размера, чтобы узор у нас в дальнейшем вывязывался ровно. Последняя изнаночная вытянутая петля и кромочная изнаночная. Все, первый ряд узора готов. Далее мы вывязываем витки. Кромочную снимаем. Далее нам нужно вывязать из 5 петель 5 петель лицевых. Вот 2, 4, 5. Вот таким образом заводим спицу слева направо за передние стенки, провязываем лицевую, сильно ее не вытягиваем, вешаем эту петлю на левую спицу, провязываем лицевую. Раз. Также вставляем правую спицу и провязываем вторую лицевую. Сильно петли не вытягиваем. 3 и еще 2. 4. Вяжется узор этот быстро, я стараюсь показывать медленно, чтобы вам было видно. И 5 петель. Смотрите, вот элемент у нас получился, мы его чуть-чуть тянем, чтобы петли встали в узор. Далее одна лицевая, то есть это как бы разграничитель наших узоров. Сейчас снова из 5 петель лицевых мы вывязываем 5 лицевых. Вот таким образом. Заводим в 5 петель спицу, вытягиваем не сильно петлю, вешаем ее на левую спицу и провязываем лицевую. Раз. Вот этот весь пучок петель мы не скидываем с левой спицы. Снова заводим в большую петлю спицу, вытягиваем одну лицевую, провязываем ее. И так 5 раз. 3. 4.
и 5. Когда вы приноровитесь вязать этот узор, он будет вязаться очень быстро. Все, потянули этот элемент, лицевая, 1 одиночная. И последний элемент вывязываем. Вот они, 5 петель. Слева направо вытягиваем петлю, вешаем на левую спицу, сильно не вытягивая эту лицевую петлю. Провязали 1. Снова лицевую провязываем. 2. 3 петля. И еще 2. Четвертая петля и 5. Пятая петля готова. Подтягиваем вот эти вот петли. Последняя лицевая и кромочная. Самый сложный ряд мы провязали. То есть здесь нужно не упустить петли. И сейчас вяжем 2 ряда лицевых петель. Кромочную снимаем, все петли лицевые, абсолютно все. Лицевой, лицевыми петлями весь ряд. Последнюю петлю провязали, кромочная в моем случае идет изнаночная. Если вы вяжете кромочную последнюю петлю лицевой, то значит вяжите ее лицевой. И еще один ряд также лицевыми петлями. Все петли лицевые до конца ряда. До конца ряда. Все, 4-й ряд довязан. Разворачиваем наше вязание и снова вяжем ряд длинных изнаночных петель. Кромочную снимаем и вяжем длинные изнаночные петли. Вытягиваем их максимально длинно. Все петли изнаночными вытянутыми. До конца ряда. Начинаем вывязывать наши элементы. Сейчас мы как бы смещаем вот эти цветочки между вот этими предыдущими цветочками. То есть вот они, 2 элемента первого элемента. Сейчас нам нужно его разместить между ними. Итак, что мы делаем? Кромочную снимаем. Сейчас из первых 2 петель мы вывязываем 2 петли точно таким же способом. Провязываем 2 лицевые. 1. Также заводим спицу слева направо из 2 сейчас. И 2. Сейчас вяжем лицевую одиночную. И далее по узору также из 5 удлиненных петель длинных. Слева направо заводим во все 5 спицу и вытягиваем 5 лицевых. То есть как и в предыдущих рядах. Два. 3. 4. И последняя 5-я петля. Сильно ее также не вытягиваем при провязывании. И вот этот элемент немножко поправили. Все, 1 лицевая. И снова из 5 мы провязываем 5 лицевых. Все, потянули этот элемент. Лицевая. И мы дошли до конца ряда. У нас осталось 3 петли. Сейчас мы из 3 вяжем 3. То есть точно так же вывязываем этот элемент. Единственное, у нас будет из 3 петель. 1,
2, 3. Все, скидываем петли и кромочная. Уже хорошо заметен узор. И сейчас также вяжем 2 лицевых ряда. 2 ряда лицевыми петлями. Все петли лицевые до конца ряда. Следующий ряд тоже лицевыми петлями до конца ряда. И мы заканчиваем наш раппорт узора. До конца ряда лицевыми петлями. Вот такой красивый узор получается. Сейчас, как вы видите, у меня в образце не пушистая пряжа. И в летних пряжах этот узор будет также смотреться очень красиво и объемно, фактурно. Вот такой красивый образец получается. То есть, как вы видите, узор очень простой, быстро запоминается, и вам не придется постоянно подглядывать в это видео, либо составлять для себя какое-то описание, либо схему. То есть запомнился он очень быстро. Еще раз покажу, как выглядит этот узор в пушистой пряже. Очень объемно, фактурно. Если это видео было для вас полезным и интересным, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. И до встречи в новых видео. Пока!